Всем привет, с вами Кэт Рукодельница. Сегодня мы научимся вязать вот такие вот колоски спицами, то есть два крайних колоска поуже, центральный чуть пошире. Примечательность этого узора в том, что он очень хорошо подходит для вязания вещей сверху вниз. То есть вот видите сейчас, где у меня петельки, и вот так вот получаются колоски. Да, то есть если мы вещь будем вязать снизу вверх, то наши колосочки будут выглядеть вот таким вот образом. Сочетание вот таких вот узких и широких колосков очень красиво выглядит, да, на вязаных свитерах, полуверах. Например, можно перед украсить вот таким образом узкий, узкий колосок, а на рукавах провязать только узкие колосочки. Или украсить такими колосками набор, да, например, варежки узким колоском, снуд и шапка широким колоском. Только при вязании варежек можно также использовать, чтобы колосок выглядел одинаково, как и на шапочке, и на снуде. Можно вязать варежки, начиная сверху от мыска. На моем канале уже есть такой мастер-класс вязания варежек сверху, ссылка будет в описании. И еще посмотрите, также когда вы вяжете вот два одинаковых колоска на полотне, вот как здесь у меня, да, вот первый и крайний колосок, они одинаковые. И вот у них есть центральный элемент, это широкий колосок. И смотрите, два вот этих узких колоска, они должны быть зеркальным отражением друг друга. Такого эффекта добиться очень легко, просто когда мы вяжем первый колосок, мы повторяем раппорты с 1 по 12 ряд, постоянно раппорт у нас повторяется. А чтобы связать колосок в зеркальном отражении, мы самый первый раппорт вяжем только наполовину, то есть с 7 по 12 ряд, а все остальные раппорты также вяжем с 1 по 12. И тогда у нас колоски получаются зеркальным отражением друг друга. То же самое, если вы используете рядом вот два широких колоска, их тоже лучше вязать как зеркальное отражение друг друга. Это лицевая сторона наших колосков. И вот так вот они выглядят с изнаночной стороны. Приступим к вязанию. Попробуем сначала связать узенький колосок. Сам колосок занимает всего 12 петель, но плюс еще 2 кромочные петельки у нас идут, и плюс я с каждой стороны провяжу по 2 петельки изнаночными, чтобы обозначить наш колосочек. Я в итоге набрала, получилось мне всего 18 петель и провязала уже ряд изнаночными в качестве установочного. Теперь приступим к вязанию первого ряда колоска, то есть первую петельку мы снимаем кромочную. Затем у меня идет 2 изнаночные, это огранка нашего колоска. На самом деле она может быть и из одной изнаночной состоять, и из большего числа. А можно вообще и без вот этих вот, да, огранных петель. Затем, смотрите, мы берем булавочку и 2 петельки вот так вот снимаем на булавочку и оставляем их перед работой. И дальше вяжем 2 петельки просто лицевой. Теперь берем петли с нашей дополнительной спицы, которые мы их туда сняли, и провязываем петли с дополнительной спицы также лицевыми. Первая петелька и вторая. Затем мы вяжем 4 лицевых. Опять берем булавочку, переснимаем на нее 2 петли. И оставляем ее за работой, то есть с изнаночной стороны нашей работы. Затем вяжем 2 лицевые. И теперь петельки, которые мы сняли на дополнительную спицу, провяжем также лицевыми. И дальше у меня уже идет, да, ограночка нашего колоска из 2 изнаночных петель и кромочная петля. Второй ряд мы вяжем по рисунку, то есть лицевые петельки лицевыми, изнаночные изнаночными. Приступим к вязанию третьего ряда. Первую петельку также снимаем, вяжем ограночку колоска из 2 изнаночных.
Затем вяжем 2 лицевые. И следующие 2 лицевые петельки опять же переснимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Затем вяжем еще 2 лицевых. И теперь возвращаемся к нашим снятым петелькам и провязываем их также лицевыми. Следующие 2 петли мы опять же берем на дополнительную спицу и оставляем их, откидываем за работу. Вяжем 2 лицевые. И теперь берем петли с дополнительной спицы и провязываем их лицевыми. Затем вяжем 2 лицевые и огранка колоска из изнаночных петель, то есть 2 изнаночные и кромочная петля. Поворачиваем вязание и следующий ряд вяжем также по рисунку, то есть лицевые петельки лицевыми, изнаночные изнаночными. То есть изнаночный ряд готов. Поворачиваем наше вязание. Первую петельку мы снимаем, дальше идет огранка из 2 изнаночных. Переходим к колоску, вяжем 4 лицевых. Затем снимаем 2 петли на дополнительную спицу. Перед работой оставляем. Вяжем 2 лицевых. Затем петли с дополнительной спицы. Четыре лицевых. Теперь переходим к ограночке, это 2 изнаночных и кромочная петля. Теперь мы поворачиваем наше вязание и вяжем изнаночный ряд, то есть по рисунку лицевые петельки лицевыми, изнаночные изнаночные. Дальше мы повторим с 1 по 4 ряды. Вот что у меня уже получилось. Теперь кромочную снимаем, огранку вяжем из 2 изнаночных. Затем 4 лицевых. Снимаем 2 петли на дополнительную спицу и откладываем их за работой. Дальше вяжем 2 лицевых. И теперь провяжем петли нашей дополнительной спицы, также лицевыми. Затем 4 лицевых. И огранка из 2 изнаночных петель. И затем кромочная петелька у меня. Изнаночный ряд дальше идет, он вяжется, то есть по рисунку. И на этом раппорт узора готов. То есть теперь мы будем повторять с 1 по 12 ряд. Широкий колосок, он уже занимает не 12, а 16 петель. Но я вот всего набрала 22, потому что это еще плюс 2 кромочные и плюс также петельки огранки, да, наши изнаночные. 2 с одной стороны и 2 с другой. Я еще провязала первый ряд установочный просто изнаночными петельками. То есть сейчас приступим к вязанию первого ряда нашего узора. Первую петельку снимаем, дальше идет у нас огранка из 2 изнаночных. Следующие 2 петельки мы снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Затем вяжем 2 лицевых и берем петельки с дополнительной спицы
и провязываем их обе также лицевой. Дальше вяжем 2 лицевые. И следующие 2 лицевые мы опять снимаем на дополнительную спицу и оставляем их перед работой. Затем у нас идут 2 лицевые. И теперь петли с дополнительной спицы провяжем лицевыми. То есть затем опять 2 лицевые. И следующие 2 петли мы также снимаем на дополнительную спицу и оставляем их за работой. Вяжем 2 лицевые. И теперь петельки с дополнительной спицы. Вяжем лицевой. Также первая и вторая. Затем у нас идут 2 изнаночных, это огранка нашего колоска, которую также вязать не обязательно, или можно взять больше или меньшее количество изнаночных. И кромочная петля. Изнаночный ряд мы вяжем по рисунку, то есть точно так же. Изнаночные петли изнаночными, лицевые лицевыми. Так, приступаем к вязанию 3-го ряда. Первая петля у меня кромочная, я ее снимаю, затем огранка, 2 изнаночных идет. Дальше я вяжу 2 лицевые. И следующие 2 петли снимаю на дополнительную спицу, перед работой оставляем. Вяжем 2 лицевых. Затем 2 лицевые с дополнительной спицы. Затем провязываем 4 лицевых. И опять же берем дополнительную спицу, снимаем на нее 2 петли и откладываем за работу. Вяжем 2 лицевых. И затем берем петельки с дополнительной спицы и провязываем их также лицевой. Затем 2 лицевые и огранка из 2 изнаночных и кромочная петля. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Первую снимаем петлю, огранка из 2 изнаночных. Затем 4 лицевых. Дальше следующие 2 петли откладываем на дополнительную спицу перед работой. Вяжем 2 лицевых. И теперь 2 лицевых с дополнительной спицы. Опять же, следующие 2 петли также снимаем на дополнительную спицу и убираем их за работу. Вяжем 2 лицевых. И теперь петли с дополнительной спицы провяжем также лицевыми. Затем 4 лицевых и огранка колоска из 2 изнаночных и кромочная петля. Поворачиваем вязание и изнаночный ряд мы провязываем по рисунку. Далее мы продолжаем вязать. Первую петлю снимаем, 2 изнаночных, это огранка нашего колоска. Затем берем дополнительную спицу и 2 петельки снимаем и оставляем перед работой. Затем вяжем 2 лицевых. И далее 2 петли с дополнительной спицей вяжем лицевые. Затем 2 лицевых.
Следующие 2 петли снимаем на дополнительную спицу и за работу отправляем. Затем вяжем 2 лицевые, а далее петли с дополнительной спицы провязываем также лицевой. Дальше опять же 2 лицевых, 2 петли на дополнительную спицу снимаем и отправляем за работу. Затем 2 лицевых и далее петли с дополнительной спицы провязываем также лицевой. Затем изнаночную огранку нашего колоска и кромочную. Поворачиваем вязание и изнаночный ряд вяжем по рисунку. Затем повторяем узор с 3 по 6 ряд. На этом раппорт нашего узора закончен, и мы начинаем повторять постоянно с 1 по 12 ряды. Наши голосочки готовы. Если вам понравился мой видео мастер-класс, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. На этом у меня все. Всем пока-пока!